Привет, друзья, с вами Михалыч, а в этом видео я вам подробно расскажу, как не загубить свой утеплитель на фасаде, без разницы, чем вы его утепляли. Как в моем случае это пенопласт, либо же базальтовая вата. Это основные утеплители, которые используются для фасада. А то, как я это делал, какие приспособления для утепления я использовал, я уже показывал и рассказывал в предыдущих видео у себя на канале. Заходите и посмотрите. Ведь вы тратите много усилий и средств на то, чтобы утеплить свой фасад, и допустив эту ошибку, вы можете потерять все. А собственно речь в этом видео будет идти о консервации фасада на зиму, либо же на то продолжительное время, на которое вы останавливаете стройку, но фасад уже начали утеплять. Для тех, кто не знал, солнечные лучи, а именно ультрафиолет, имеют разрушительную силу, и особенно это сказывается на незащищенном утеплителе, пенопласте, либо же базальтовой вате. Например, если вы утепляли фасад, и как в моем случае, уже надвигались холода, морозы, минусовые температуры, и вы понимаете, что до наступления минусовой температуры остались считанные дни, то заканчивайте утеплять, а начинайте защищать утеплитель. Иначе, оставив на зиму пенопласт незащищенный, а это как минимум 3 зимних месяца, но к ним можно прибавить еще и весенние месяцы, март и апрель, которые также бывают с минусовым показателем температуры днем и ночью. А этого времени будет достаточно, чтобы разрушить небольшой, но все же слой утеплителя. Например, до полусантиметра утеплителя вы точно потеряете. Верхний слой пенопласта пожелтеет и рассыпется. Если же фасад оставить на более долгое время незащищенным, например, год либо же больше, то пенопласт может разрушиться на половину своей толщины, либо же на всю толщину. Как вы поняли, что с каждым годом толщина незащищенного утеплителя будет уменьшаться, а с ней и теплоизоляционные свойства данного утеплителя. Так что если вы собираетесь утеплять свой фасад, обязательно на зиму, либо на тот период, когда вы останавливаете ремонтные работы, защитите слоем шпаклевки с армирующей сеткой. Но если вы, глядя на это видео, поняли, что вы оставили его незащищенным, то весной сразу не приступайте к его шпаклеванию, так как верхний слой утепленного фасада, незащищенного от ультрафиолета, будет желтый и будет рыхлый. Весь этот слой нужно удалить при помощи жесткой щетки, либо же если у вас есть в наличии керхер, то можно этот слой смыть. Его нужно удалить до более твердого слоя пенопласта, только не переусердствуйте. И вот на такой слой уже можно наносить шпаклевку с армирующей сеткой. А правильно это делается следующим образом. Сначала наносится слой шпаклевки на пенопласт, затем берется сетка. Для фасада лучше использовать сетку плотностью 160 грамм на квадратный метр, либо больше. Таким образом сетка будет очень плотная и упругая, что позволит вам выровнять неровности фасада. Затем, приложив и выровняв сетку, мы зашпаклевываем ее сверху. Многие строители просто к пенопласту прикладывают сетку и зашпаклевывают. Все в принципе держится, но это нарушение технологии, так как под сетку шпаклевка полностью не залазит и там образуются пустоты, из-за которых со временем, с годами сетка может отойти и тем самым разрушится фасад. Не весь, а частично, но это будет неприятно. Также что касается нахлестов сетки. Любой производитель качественной сетки делает вот такую маркировку с одной стороны сетки, либо с обеих сторон. Здесь все зависит от производителя. Вот на такое расстояние и нужно делать нахлест сетки на сетку. Это также предотвращает появление трещин на фасаде. Если делать просто встык, то трещины со временем образуются. Ну и также обратите внимание, чтобы затем продолжить утеплять фасад, я сетку вверху, где еще будут доклеиваться листы, выпускаю как раз таки на 10 сантиметров, чтобы потом сделать нахлест. Иначе, если потом приклеить пенопласт и с верхнего листа спускать сетку на уже засохшую шпаклевку, то в этом месте будет бугор, который будет отлично видно на законченном фасаде. И вот в моем случае оставалось всего около 3 дней до прихода морозов, а это значит, что шпаклевке нужно дать высохнуть, а она уже при нулевой, либо же при температуре плюс 5 очень плохо и долго сохнет. Поэтому я максимально долго отшпаклевал практически весь утеплитель, шпаклевал до ночи, уже фонари горят, а работа еще кипит, дабы защитить свой пенопласт и не потерять в его объеме, а также в качестве. И все это, что я рассказал о пенопласте, относится и к базальтовой вате. Казалось бы, это каменистая порода, а точнее сказать, что базальтовая вата сделана из вулканической породы, и она не должна разрушаться ультрафиолетом, так оно и есть. Но для того, чтобы получить базальтовую вату, в нее добавляют связующие вещества и различные смолы, которые и придают материалу форму и выполняют функцию клея. А вот эти вещества и боятся ультрафиолета. Если базальтовую вату
оставить на фасаде незащищенную хотя бы до полугода, то от солнечных лучей она также будет разрушаться и рассыпаться, и вы будете терять в толщине утеплителя. А что еще хуже, если вы оставите базальтовую вату незащищенную на зиму, то вы не только получите разрушение самого утеплителя, но еще утеплитель намокнет и не будет выполнять свою функцию, так как в конечном итоге он замерзнет и ваши стены будут еще холоднее. Это, кстати, одна из причин, почему я выбрал утепление дома пенопластом. А то, как я это делал, какие приспособления для утепления я использовал, я уже показывал в видео у себя на канале. Обязательно зайдите и посмотрите. А на этом у меня все. Кому информация с данного видео была полезна, поставьте лайк. Не забудьте поделиться данным видео в соцсетях с друзьями. У кого остались вопросы, оставляйте их в комментариях. Всем удачной работы и до встречи в новых видео. Пока!